В России изменилась процедура оформления пособий по инвалидности. Гражданам, которые потеряли трудоспособность, больше не нужно подавать заявку на социальные выплаты. Все сделает автоматизированная система. Новшеством уже воспользовались около 45 тысяч россиян. Андрей Ганов подробнее. Оно вот здесь вот такое же должно быть прямое. Это как бы оно вывернулось. Ошибка. Стать художником Вероника Багина мечтала с детства. Исполнить мечту не помешало ни расстояние, учиться в Москву она приехала с Урала, ни болезнь. У Вероники ДЦП и вторая группа инвалидности. Вот только подтверждать свой недуг приходилось каждый год. В детстве подтверждали все детство. Потом в институт, когда поступила в Москве, где-то на 4-й раз только, на 4-й год мне поставили пожизненно, наконец-то, вторую группу. Вот это сложно очень. Ходить по поликлиникам, там добиваться. Подружка по свету палку взять свою, мне дала палку, я сходила и уже пожизненно, слава богу, добились наконец-то. Второй раз обивать пороги пришлось, чтобы пенсию дали сыну. Лев – инвалид-колясочник. Добраться даже в ближайший МФЦ для мамы с сыном – настоящий подвиг. Исправить ситуацию должен новый законопроект. Теперь людям с ограниченными возможностями не нужно подтверждать свой статус бумажной справкой. Как только медэкспертиза признает человека инвалидом, документ автоматически направят в пенсионный фонд. Изменился сама государственная политика. То есть раньше считалось, если человек заявление не написал, то он и не претендует на пенсию. Сейчас в любом случае написал он, изъявил желание получать пенсию или не изъявил, она ему будет назначена и выплачиваться. Эта норма касается более 11 миллионов россиян. Процедура, на которую раньше уходила до 3 месяцев, теперь занимает неделю. О назначении пособия уведомит портал госуслуг. И самое главное, человеку с ограниченными возможностями идти никуда не нужно. Норма, которая предусматривает такой порядок, вступила в силу с 1 января текущего года. То есть она уже действует у нас уже 3 месяца с вами. Могу сказать, что на текущую дату мы уже назначили 45 тысяч пенсий по инвалидности в текущем году без подачи гражданам заявлений. То есть этот процесс реализованный, он работает и, соответственно, и будет работать. Единственное, что нужно будет решить, как удобнее получать деньги – на банковскую карту или с почтальоном на дом. А для этого достаточно подать заявку на сайте Пенсионного фонда. Андрей Яганов, Игорь Масунов, Ирина Канделарис, Ваграм Манукян, Мир 24. Проблема в том, что как раз доверенность, потому что нужна была. Доверенности, но надо было полдня в этом пенсионном фонде, полдня в этом собесе, чтобы это, как добавку. Тогда уже сейчас все нормально получаем на карту. У него отдельную карту еще надо было завести, взрослым. И взрослым многое вот это отменяется, то что детям, например, скутер стоит, на котором я ездила, как электроколяску, мы получили за полную стоимость. А теперь уже полную стоимость взрослых коляски не оплачивают. 100 тысяч коляска оплачивают только таски. Если интервью себя, взрослым стал. Или там по уходу за ребенком мне платят 13 тысяч, сейчас стало, было 12, стало 13. Из-за того, что она еще и платит за это, у меня как большая пенсия считается, когда я за ребенка получаю по уходу. Ну даже и 300 точно можно, как машину, просто механическую коляску спортивную, такие дорогие. Почему, говорю, так дорого? Потому что заказные и заграничные наши не делают коляску. Вот мы купили, теперь надо еще ее переделывать. Не, ну и правильно делаешь. Так, мы готовы. Мотор идет, пишем, смотрим на Андрея. Представьтесь сначала, чтобы фамилия и имя у нас были. Меня зовут Багина Вероника Михайловна. Вероника, давайте начнем с того, я так понимаю, инвалидность, она у вас с детства? Да, с детства. С детства. Вот кроме того, что получается, она была присвоена, я так понимаю, ее приходилось еще несколько раз подтверждать. Вот как это происходит, как это вообще? Подтверждать, каждый год ходили. В детстве подтверждали все детство. Потом в институт, когда поступила в Москве, где-то на 4-й раз только, на 4-й год мне поставили пожизненно, наконец-то, вторую группу. А как, то есть уже когда пожизненное ставится, уже подтверждать дальше не нужно? Подтверждать не надо, но надо ходить, и программа реабилитации есть такая, индивидуальная программа реабилитации, ИПР. Ее надо только, что-то добавить. Вот это сложно очень. Ходить по поликлиникам, там добиваться. Но в том году, когда я сделала, все добились, все, значит, сдали на ВТЭК, на МС, вот эта комиссия.
то уже дистанционно уже позвонили, утвердили, уже дистанционно получилось, уже окончательный вариант. Но это мы не можем дать, это мы не можем, опять во многом отказывают. Например, ступенька, там заменена была вертикализатор большой на маленькую ступеньку. Это вообще никуда не годится. И там какие-то эти для ухаживания там отказаны. Какие-то федеральные там есть городские, есть какие-то разные вот эти вот мне начали рассказывать, какие можем, какие не можем. Ходунки, либо трости, допустим, вот это вот они ужимают очень сильно. Вы сказали, на 4-м курсе только. Да, это на было. 4-м курсе это где-то, Секунду. сейчас вспомнить, Поправим. 96-97 год. И то после того, как мне палку посоветовала подружка взять с собой. Тогда я еще лучше ходила. Как палку возьми, дадут тебе пожизненно. Я взяла палку, действительно помогло палку. Подождите, не торопитесь с этим, сейчас мы это тоже скажем. Пошли мы. Тогда, говорит, тебя оставят, каждый год не будут гонять. И сейчас до сих пор рассказывают. Ноги руки нет и гоняют каждый год. Сейчас, секунду. Сейчас. Да, я думала, уже Да, прошло я это пробую. время. Все, продолжаем, пишем. Да, чуть-чуть откатимся сейчас вот во времени. 96-й, говорите, получается год, там 4-й курс. А в чем была сложность и как в итоге получили пожизненно? В общем, предыдущие курсы я ходила на ВТЭК, не давали пожизненно. На 4-й курс, значит, подружка посоветует палку взять свою. Мне дала палку, я сходила и уже пожизненно, слава богу, набились наконец-то. С 4-й попытки, когда я в Москву приехала. Там была временная прописка и поставили все-таки наконец-то вот это ВТЭК как комиссия. А я не понимаю, а в чем сложность-то была им поставить Потому ее что раньше? вот так вот у нас каждый раз издеваться хотят. Врачи не знаю почему. Вот не хотят они давать вот, больше денег государству, как будто они из собственного кармана, эти врачи. Доказать надо было вот что-то вот существенной палкой. А вот эта пожизненная, она зависит от того, что как бы получается меньше, что ли, надо теперь по врачам ходить? Да, вот, по этим чтобы комиссиям? каждый год или раз в 2 года первая группа, вот мой брат, например, у него тоже первая группа, они каждые 2 года подтверждают, хотя все хуже и хуже состояние здоровья. Вот так вот гоняют инвалидов по этим. Сейчас рассказывают, я думала, ушло в то время в прошлое. И даже в Москве тоже такая же бывает, что каждые 2 года, раз в году вот он подтверждает свою инвалидность. А основная суть, это, я так понимаю, ну, пенсия по инвалидности, да? Вот, то есть подтверждение, оно... Пенсия и плюс еще программа реабилитации, с помощью которой можно получить ТСР, то есть технические средства реабилитации в виде колясок, палок там и так далее. Вот это вот. Хотя бы компенсирует это государство. Не за свой счет покупать очень дорогие все эти вещи. А как это выглядит? Это разные инстанции, это же помимо больницы, я так понимаю, еще где-то нужно какие-то бумажки ходить, собирать Да, их, в поликлинике сначала здесь надо заполнить всех врачей, как диспансеризация пройти. Записаться на всех вот этих врачей, вплоть до рентгена, который вот не существует для, например, колясочников. Надо искать что-то прямой, лежа сделали рентген, там флюорографию, он же стоять не может, например, если колясочник. Вот это все вот пройти всех врачей, все обследования, тогда только направят на ВТЭК, вот эту комиссию. И также каждый раз, когда надо вот исправить какой-то, дописать аппарат, какие-то технические средства реабилитации. Также вот тебе надо, допустим, раз в году или через 3 года. ВТЭК это одно, а вот ИПР это другое. Потому что у тебя уже группа подтверждена, есть группа, но надо еще вот это вот ИПР, программу реабилитации. Если надо что-то там подправить, попросить что-то новое, то надо опять снова по этим врачам. Нам предстоит вот с сыном скоро это вот хождение. И так вот все сложно. А получается, с сыном тоже приходилось вот эти вот все круги проходить? Да, поэтому у меня вдвойне нагрузка. Тоже вот как история получается, вот сын, там с какого возраста это все подтверждение Слава прошло? богу, что сына сначала детскую мы подтверждали инвалидность, а потом взрослая с первого раза все-таки пожизненно. Нам повезло. Поставили с первого раза сына. А что сейчас, говорить, придется ходить? Сейчас программа реабилитации вот та самая. Вот прописать палки, коляски, там аппараты. Мы в ЦИТО съездили, нам порекомендовали еще вот ряд перечень. Я вот буквально в пятницу в поликлинике брала патронаж. Говорит, вряд ли вам, потому что он может сам руками. Нам только лежать им патронаж помогает. Вот патронажа могут отказать, потому что он не лежачий больной. Первая группа бывает разная, он мне сказал врач. Такое попалось, вообще не пришлось. Врач нашей поликлиники. Я, в общем, заявку-то дайте подать хотя бы, чтобы мы
на патронаж попали, а потом ИПР сделали и уже уйдем с этого патронажа, раз вам не нужно нас туда. То есть они еще и там Еще разделяют разделяют как-то. первые группы. Первая группа, вы что, нам порекомендовали, департамент здравоохранения звонила, потом врача вызывала, она тоже порекомендовала нам патронаж, чтобы мне не ходить каждый раз вот по врачам. Потому что я уже прошла в июле, знаю, что это такое, мне подруга помогала. Если бы не она, я бы не справилась со всеми этими инстанциями. Только, конечно, облегченная инстанция, что дистанционно, так как ковид еще, поэтому, наверное, дистанционно. Медицинская карта уже электронная есть, и все равно не верит. Каждый раз заново все это проходишь. Так, подожди, давайте тогда По так, программе реабилитации. в сухом остатке, как говорится, вот перечислим, что ли, вот сколько инстанций надо посетить, то есть это там больницы. Всех 15 врачей с анализом, если посчитать. В общем, можно и за один день и пройти, потом дальше еще в другой филиал, если что-то сломалось, ехать, в общем. Тогда уже пройдешь всех, еще в определенный срок, по-моему, месяц, чтобы пройти это все. Не успеешь, уже опять заново будешь. А это Мы на рентген ездили, еще рентген положен только вот столько-то. В другой филиал уже записывались на рентген. Столько-то рентгена надо было пройти, чтобы... То есть что за месяц Заказать. может нога Да. выздороветь? Нет, не выздороветь, а пройти успеть, срок дается. До ВТЭКа, чтобы дойти до этой комиссии, которая выписывает новый ИПР. Надо успеть срок. Абсурд какой-то. Да, абсурды везде. В нашей стране, в нашей жизни везде абсурды. Так, а еще бумаги, я так понимаю, на пенсию все равно нужно какие-то собирать. Нет, там. здесь уже не надо. Если у тебя уже справка есть розовая, ВТЭК, МС, вот там написано МС, вторая группа, то уже не надо. Надо только вот это вот, нам зависимость от технических средств реабилитации. То есть программа реабилитации выписывается новые. Вот из-за этого только. Мгм. Если не надо ничего нового, то сидишь, вот мы 3 года сидели спокойно, не выписывали. В ЦИТОС ездили, нам порекомендовали, вот теперь вот надо выписывать новые. Опять снова здорово по всем этим врачам. Мгм. А сейчас вот она, получается, пенсия, она вам автоматически приходит на Да, карту? это правда, да, автоматически. То есть, ну, тоже там ничего не нужно подтверждать, Да, что ли, там, нет, не нужно. связываться? Это все автоматически, да. То есть вот они там Да. раз в месяц приходят, это подтверждать не нужно. Это все хорошо. Ага, Мгм. ага. С пенсией все нормально. Мгм. Так, получается, ну, все-таки, не знаю, может быть, это конкретно не в вашем случае, но я знаю, что подают люди какие-то заявления на то, чтобы еще и пенсию получать. То есть, Потому что там временная была группа инвалидности. Там еще разные, по каждому случаю отдельно. Бывает, временно дают. Нетрудоспособность там или пенсионное обеспечение. Бывает, потом снимают. У меня был друг в институте, с него сняли 3-ю группу. Какое-то время не мог ходить, потом он оклемался, и через год у него сняли и пенсию отобрали. Как раз инвалидность. Бывают такие случаи, да. Поэтому пересматривают. Через год, через 2. сейчас вам по там, вашей инвалидности пенсии или по инвалидности пенсии сына приходится куда-то ездить, что-то, ну вот кроме... По пенсиям нет, я сказала, нет, все приходит. Она пожизненная, потому что. Поставили, вот написано пожизненно. Посмертно. Все, мы получаем эту пенсию. И я, и он. Теперь уже муки позади. По пенсиям конкретно. То есть, я так понимаю, что даже для себя вот за месяц, например, там вот от пенсии до пенсии не нужно, ну то есть кроме медобследования не нужно никуда там вот лишних Обследование движений тоже не делать. нужно. Только когда нужно что-то дополнительное выпить. А вот Продвигаться. конкретно там коляски, палки, это все предоставляется? Вот индивидуальная программа реабилитации, только что объяснила. В нее вписывается все, что нужно, вот этот целый список. И вот для этого, чтобы вписать что-то новое, ну, на ВТЭК, когда проходили, ему вписали. Теперь надо добавить, и поэтому снова надо проходить врачей. Повторно. Вот так. Чтобы вписать что-то новое. Поэтому надо целую комиссию там, ряд, список врачей там пройти. И обследование. Ну, вообще так вот, А честно там уже говоря. ждут в ЦИТО, аппараты уже готовы делать. Ага. Те, которые нужны. Они уже 2 раза звонили. Ну скоро вы сделаете это. Как снег был и так далее, как его повезу. Мне тяжело, объясняю, что я тоже. Сложно мне. Ну как сделаете, так звоните. Они уже готовы делать. Но там тоже остается, когда компенсируют, дают чек. Товарный чек, и остается разница между то, что компенсирует, и еще остается, бывает, сумма, которая
В общем, сама доплачиваю. Есть такое еще. В общем, все не компенсирует иногда. Взрослым инвалидам. И детям, да, было. Вот положа руку на сердце, как говорится, то есть там, еще сравнить там 5 или 10 лет назад и сейчас, ну как бы проще, сложнее, так же, как происходит. Наверное, 10 лет было проще из-за того, что попасть куда-то было проще. Детская пенсия, детские фонды больше помогали. Акция рождественская, вот кровать, комоды, вся эта мебель предоставила акции. Раз в году можно было попросить какую-то вещь там бытовую. Помогали именно до 18 лет больше. Это ребенок. А когда становишься взрослым, уже сложно. И с работой также сложно. Я ведь училась долго, и вот пришла. Получается, что не найдешь работу. Первая работа была красить стены. Впервые в школе. Я справилась, еще и здоровье позволяло. Потом уже беременность родила, и уже сложнее все это. Работу находить. Так и не пыталась. Дело в том, что когда инвалид устраивается на работу, снимают часть пенсии, то есть вот эту вот городскую доплату снимают, если ты работаешь. Вот это очень несправедливо. И 10 тысяч. 10 тысяч существенно для нас. Для любого. Начинаю считать, что там человек заработает. Да, надо тогда зарплату вот еще более зарабатывать, чтобы это не в ущерб себе работать. Так, а сейчас, получается, вы, ну, не сейчас, а вообще, в принципе, то есть, вот как давно занимаетесь живописью, почему, то есть, приносит ли это какой-то там доход? Я мечта с детства стать художником. Меня всегда перевела в Москву, поступить в институт, это все я преодолела. Одна в Москве выжила. В общем, школа жизни была большая в Москве. Там в Перми приняли, это Глазуновская академия. Я поехала в Москву с подружкой. Меня приняли, подружку не приняли. И вот я одна по Москве осваивала сборные выставки там. Я выставляю там на сайтах и так далее. Ну, редко, но продается. Что в основном рисуете? В основном пейзажи. У меня тема последних лет ангелы. Луч света. Она висит на выставке. Все 7 холстов серия. Серийное такое производство. Одну нарисовала, еще хочется продолжать. Вот стрижи, например, там середина это триптих будет. Это по краям и будет еще серединная часть. Серединная часть пока в акварели. Там висит на выставке в Вишняках. Лотос, выставочный зал называется. Вот до 19 апреля там моя выставка сейчас вот проходит. Никаких, я так полагаю, преференций творческим личностям, что ли, не положено, да, никаких там плат или что-то вот в этом еще направлении. Вот я участвую именно по направлению линии преодоления. В 2014 году была премия «Филантроп», лауреатом стала. А в 19, вот как раз вот в конце 2021 года, буквально в декабре, получила премию мэра Москвы Николая Островского. Достижение только одной мне дали вот это вот в этом году, в том году. Вы подаете какие-то заявки, да, специально? Да, подала по интернету заявки. Даже и картины не надо было представлять. Просто по интернету вот сайты, и знающие меня люди подтвердили, там, общество всероссийское инвалидов. Вот, они подтвердили, ну как, написали письмо. И плюс еще там многие люди меня знали. Как, в их пользу. Проголосовали, большая комиссия голосует. И вызвали меня вот на получение премии со второго раза, не с первого раза я победила. В филантропе тоже с 4-го раза только. А что касается интернета еще, удобнее стало вот с точки зрения того, что появились вот эти сервисы, можно не выходя из дома там как. То есть это что помогает? Какие там вы документы оформляете через те же госуслуги, может? Ну, документы это как таковые только оплату, допустим, соцработницу за продукты. Какие-то услуги, оплата. Только оплату делаем. Так у нас МВЦ здесь рядом. Можно, если что, на скутере гоняем. То есть приходится все-таки туда. Приходится иногда и Банковские только. также соцработница иногда проблемы не может решить. Банковские только дела, пожалуй, да, вот это онлайн. Ну, банковские это все-таки банковское приложение отдельное, Да. а тут вот госуслуги. Только это- смотрим, должна ли я. Как относитесь к тому, что людям там с разными группами, с временной, я так понимаю, инвалидностью придется меньше телодвижений, что ли, делать? Конечно, я за лучше. Хорошо, что. И вот это электронные карты послужили, хотя бы мы можем посмотреть свои вот выписки и так далее. Что нет карты, и все это электронка, это очень хорошо. Не выходя из дома. Только, правда, у нас в поликлинике очень долго к терапевту и к зубному попасть. 3 недели надо ждать. Наши Некрасовки, замкат живем. Там все было проще, когда мне перевожали. И ближе. Здесь как переехали, ни магазина, ни соцработниц. Всю зиму нас вдвоем оставили без соцработника. Что
что вы думаете? Вы же это переехали и будете ждать, пока вот место освободится. Так 9 месяцев я сама вот этого магазинчика ближайшего доносила продукты. Тяжело бывает, да, в этом смысле, что все, как уезжаешь от центра, так все. В центре была первая прописка, но тоже было, там ни лифта не было. Мы проходили с ним в садик в 5 лет, я его устраивала по первой прописке в центре Москвы, и тоже ни лифта, ничего, и вот так ползаем на коленках с сыном. Там мы ставим коляску, и вот я не его запомнила, и где-то там ползающий ребенок, вообще было обидно. Пока заполнили. А сейчас с доступной средой, как вот ее называют, попроще? Доступная среда, вот Некрасовки попроще, да. Бывает, вот мы недавно ему права получали, в ГИБДД вообще доступной среды нет. Для инвалидов школа прикреплена, автошкола. Не было ни пандуса, туалет, вот такие ступеньки. Ну куда это годится? В черте Москвы, Варшавское шоссе, ГИБДД не вооружено. Я писала Главное управление МВД, потом писала... Мне не помогли, поэтому пришлось писать по депутатам. Купили только съемный пандус, который разъемный, им его неохота доставать, раздвигать пандус. Так и ничего не сделали. В результате и в туалет тоже. Так, Да, ладно. Да, долго здесь закончили. Так, сейчас чуть-чуть подснимем. Ну, в Некрасовке, да, более-менее. Снимай петлю. Да. Нет, петлю оставь. Вот мы вот как раз, Говоришь, вот он выложил на моем сайте, репортаж был, Москва-24 тебе вызывали. 8 снять, нет? Не надо. Чтобы они здесь там во дворе чуть-чуть хотя бы перебивки просто. доделали пандус. Ну, все, тогда давай стул уберем. Так, сейчас рисуйте, но внимание не Сюда? обращайте на нас, Рисую. да. Поняла. Так, а вы сейчас берете крайнюю правую краску, да? Я просто смешиваю. Здесь палитра. Секундочку, а у тебя там компьютер? Да. А можно попросить тебя за компьютер пустить маму, чтобы тебе подошла? Подержи. Лев – инвалид-колясочник. Добраться даже в ближайший МФЦ для мамы с сыном – настоящий подвиг. Исправить ситуацию должен новый законопроект. Теперь людям с ограниченными возможностями не нужно подтверждать свой статус бумажной справкой. Как только медэкспертиза признает человека инвалидом, документ автоматически направят в пенсионный фонд. То, что вот я выручаю, все на краски сразу поеду в Леонардо куда-нибудь. А краски у нас производят или это европейские? У нас, да, есть наши. Акрил больше именно зарубежный. Пастель масляная. Пастели тоже люблю. Такие надо вот так поправить. Бокатное место гвоздь. Где-то появится, да, они у меня за квартирой, там полки, и все это вот там хранится на верхах. Достаю каждый раз на выставку. А ты не в кадре, это не твой сюжет? Мой, ну, что, хочешь, чтобы я постоял, чтобы мы посмотрели? Не, ну а кому человек рассказывает? Вот еще вот это вот дали на последней Давай. выставке. Нику. А это что? Прямо мне его написали, это вот на этой выставке, это было недавно. 4 апреля открывали. Подарили. Это вот на филантропе подарили. Как-то я вот выиграла там. Это вот, Я это там вот папка. квартиру снимал, жил там в Вишняках. Рядом с администрацией. Так, подержи руку, да? Ага. Такая фигурка. Секунду. Она и там тяжелая, Поверь, на ничего. конкурсе. Не надо снимать. Это вот такая. Фондовская. Она на это премию Москвы. Грамоты, наверное. Ну вот это, да, вручили. Вот эту штуку. Там грамота. Благодарность сейчас на выставке, а вот эти значок там вымпел. Тут лежит. Премия мэра Москвы. Такая. Вы в основном пейзажист, да? Это не пейзаж. Это я вот про... Было? Вот это вот, да, ну, это мы просто ездили по пленэрам, за месяц мы Ну да, 40 что пейзажей интересно, рисовали. может, Нам прислали на пленэр, каждый после курса, первый, второй, третий, четвертый, ну, чтобы красиво еще с ними поехать.
Коломну. Каждый год, вот летом мы ездили, например. И вот за Это во время, когда в академии учились, практика, да? нет, в академии я не училась, я там не поступила туда. Училась, но вы дослушайте. Это Пермь. А в Москве я поступила вот этот вот ГСИ. И 6 лет я отучилась там. Получила диплом. И каждый год пленэр это практика. Каждый год нас высадят, и как десант мы рисуем везде там это. По Коломне, по Суздалю. Везде сидели, рисовали. Я по 3 пейзажа в день выдавала. Вообще энергии было море, куча. Сейчас, конечно, не так, если бы ту энергию. Вот. Ну, а сейчас куда-то выезжаете, куда-то так вот Ну, на сложно. природу рисовать? Я же хожу плохо сейчас. Так вот только вот скутер, если 100 метров отойти, я уже на скутере. Мусор даже унести на скутере. Очень тяжело все дается. Еще после того, как меня перелечили в 21 году, 4 месяца я вообще не ходила и не могла ничего делать. Лёва мне помогал чайник налить. Короче, ботоксом перекололи. Есть такая квота бесплатная на ботокс. Первый раз я сделала, надо было платить на шестом курсе. Мне помогло, я прям летала по этим. За лестницей руками не держалась. Думаю, раскоту сейчас надо добиться. И Лёва себе добилась. И вот на 5-й раз, 4 раза нормально, на 5-й раз меня совсем ни ноги, ни руки, и шея даже не держалась. 4 месяца я вот оклемалась. Когда отпустит, просыпаюсь и все, вот это как Это прокалывают куда? В суставы прям? в ноги, да, прокал там далеко так прокалывают по всем. Ноги, руки, все вколовано. Еще рука не имеет, а вот это вот она хуже стала. Она была здоровая, я могла обоими руками писать картины. То есть это после лечения даже хуже Вот, в общем, стало? она должна помогать, но на 5-ю попытку, когда 5-й раз обкалывали, раз в полгода обкалывают. И вот на 5-й раз меня совсем, они, как сказать, парализовало, можно сказать. Я вот только на скутере по квартире могла. Ну там диспортится был, может Диспорт на него немецкий, реакция да, негативная То есть вот этот произошла. токсин, который вот понемножку он помогает. Но в этот раз он совсем меня обезножил и обезручил. Я даже не могла кружку поднять буквально вот так вот. Вообще. 3 месяца или 4 она дала таблетки врач. Но таблетки так особо не помогали, которые бы обезвредили этот токсин. Прям вообще, это, конечно, больше я ботоксом не обкалываюсь после них. Эксперимент. Все, да, сворачиваем. Флешку тебе отдаем? Ты уезжаешь? Ты оставь пока, нет, я с вами еду. Пока оставь. Все, да, хватит таких материалов. Да, ну просто чтобы у вас там тоже... Это вот американский Мучить, журнал, отвлекать. первая, конечно, удача. Когда вот эта обложка Вот это? журнала была на черном американском журнале. А, в смысле вашу работу? Мою напечатали? работу, да, напечатали. Сначала купили, но на перевернутом виде здесь. Потому что «Луна, лунный свет» называется. Этот лейбл журнала. Покажи Наталье отразить. Пришлось перевернуть им слайд. Вот такой вот журнал. И мне хоть сколько присылали. А когда в русском журнале... А теперь оригинал найти не можем. Посмотрите также и другие видео на канале.